Самая главная встреча в Давосе. Первые детали переговоров Трампа и Зеленского. Какое внезапное предложение сделал американский президент. До мира остался один шаг. Переговоры снова под угрозой срыва. Наконец-то честное признание планов. О чем будут говорить в Кремле. Войска лишились командующего, взрыв в глубоком тылу, диверсия противника или месть своих, досмотрите. Судьба российских активов решена. Огромное количество денег, огромные возможности. Кому достанутся и почему это удивило всех? Новая точка напряжения. В Европе могут вспыхнуть боевые действия. Под угрозой самые главные коммуникации и безопасность десятка стран разом. Что происходит? Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 22 января. Спасибо, что вы с нами. Самое важное — найти главное в потоке событий. Меня зовут Алексей Бурлаков. В эфире «Нехта». Начинаем. Если будет что-то конструктивное на подпись, то президент будет в Давосе. Итак, Зеленский уже в Швейцарии и провел встречу с президентом США. Как встреча? Хорошая встреча. Впереди еще предстоит путь. Сегодня будет встреча Уиткофа и Кушнера с Путиным, как вы знаете. Была хорошая встреча с Зеленским. Посмотрим, что будет. Много людей убивают. Что бы вы хотели от президента Путина? Война должна закончиться. Параллельно команда Трампа ведет двухколейную игру. Пока Зеленский говорит с Трампом в Швейцарии, спецпосланник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер приехали в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Все вокруг одного и того же мирного плана. Кроме того, Трамп сам себя провозгласил главой Совета мира, в Давосе подписал документы о его создании. Отчет до столкновения двух структур ООН и нового Совета объявляется открытым. Как бы ни прошла встреча в Москве, в России не очень настроены на мир. Чтобы мягко указать на это, даже достали из шкафа часто пропадающего Нарышкина. Глава российской разведки считает, что Европа пытается все сорвать, и мирный план им не нужен. Но срыв мирных договоренностей – это не единственная цель, которая ставится евроатлантическими элитами. Лидеры целого ряда европейских стран и хором, и поодиночке пытаются убедить Соединенные Штаты Америки, лидера, президента Соединенных Штатов Америки, вновь стать главным действующим лицом, главным спонсором киевского режима. Можно ли это считать прелюдией ко встрече спецпосланников Трампа в Москве? Скорее всего. Но американцы приехали в российскую столицу, чтобы решить один только вопрос. Стив Уиткоф говорит, один остался. И мне кажется, все свелось к одному вопросу. Мы уже проговорили разные варианты этого вопроса, а значит, это решаемо. Если обе стороны хотят решить, мы это решим. Так я это вижу. Говорит, я слишком часто летал в Москву, но чувствую, что мы на финишной прямой. Но думает ли так Нарышкин и его предводитель? Вопрос самый главный. Еще месяц до победы. Чтобы остаться на карте, Киев должен продержаться совсем чуть-чуть. Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что ключевой рубеж для Украины – пережить эту зиму. Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах, но я искренне верю, если Украина переживет эту зиму, январь, февраль, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России. Путин психологически уже дошел до точки, когда просто не может отпустить ситуацию. Потому что если он отпустит, он признает, что это было поражение, провал. На фоне этих заявлений Украина продолжает получать энергопомощь от партнеров. В МИД страны недавно показали перечень поддержки за январь. Также сообщалось, что Киев получит 2 мини-ТЭЦ от Германии, Нидерланды дополнительно выделяют 23 миллиона евро на энергетическую помощь, а Дания предоставляет еще 20 миллионов евро для поддержки энергетического сектора, чтобы помочь украинцам пройти эту зиму. Неожиданное решение по Гренландии. Неожиданное, скорее всего, для всех участников этого процесса. Дональд Трамп внезапно объявил, что все решено, и на встрече с Марком Рютте расставили все точки. Деталей, конечно, никаких официально, а в Дании напомнили, что суверенитетом не размениваются. Дания соблюдает свои договоренности, и договоренность, достигнутая в Вашингтоне с его вице-президентом и госсекретарем, заключается в том, что мы начнем переговоры на высоком уровне
сегодня, чтобы понять, сможем ли мы учесть американские опасения таким образом, который уважает наши красные линии. Вот это и есть предмет переговоров. Но мы не начинаем никаких переговоров, основанных на отказе от базовых принципов. Этого мы никогда не сделаем. В НАТО обсуждают компромисс по Гренландии, который еще вчера звучал бы как фантастика. Дания может передать США суверенитет над небольшими участками земли на острове, чтобы американцы смогли построить там военные базы. Об этом The New York Times рассказали 3 высокопоставленных источника. 2 участников сравнили идею с британскими военными базами на Кипре, которые юридически считаются территорией Великобритании. Вчера у нас была хорошая дискуссия, как мы можем защитить Арктику. Во-первых, как союзники по НАТО могут действовать совместно. Прежде всего, 7 стран Крайнего Севера, но и другие тоже, чтобы их поддержать. Эти 7 стран включают и США, поскольку Соединенные Штаты – арктическая держава из-за Аляски, а также Канаду, Исландию, Данию, Швецию, Финляндию и Норвегию. Как нам коллективно обеспечить, чтобы Арктика оставалась безопасной и чтобы Россия и Китай туда не проникли? И все это всплыло через несколько часов после того, как Трамп, по данным New York Times, заявил европейским лидерам, он не согласится ни на что меньшее, чем приобретение права собственности на всю Гренландию. При этом он отозвал угрозу вторжения, но пообещал экономические последствия в случае отказа. Угроза нарастает. Согласна Москва на мир или нет, один важный регион остается неспокойным. Там, где российские интересы напрямую уперлись в интересы Альянса, и может возникнуть новый очаг сопротивления, а может быть даже войны. Во всяком случае, уже сейчас РФ концентрирует свои усилия на Балтике и гибридных атаках по натовской инфраструктуре. Финская разведка предупреждает, Россия не остановится. Попытки прощупать и повредить критическую инфраструктуру НАТО в Балтийском море будут продолжаться. Финляндия напоминает о самом свежем эпизоде. В новогоднюю ночь власти задержали судно, которое заподозрили в причастности к повреждению подводного телекоммуникационного кабеля. Россия способна уничтожать подводную инфраструктуру, если захочет, но никаких неопровержимых доказательств причастности России или другого государственного субъекта к недавним инцидентам найдено не было. Необычно, что число инцидентов возросло с 2023 года по сравнению с прошлыми годами. Ответ Альянса – больше сил и глаз в море и в воздухе, дополнительные фрегаты, авиация, морские беспилотные платформы и координация наблюдения в рамках миссии Baltic Sentry, которую запустили после серии подозрительных повреждений подводной инфраструктуры. Деньги не наши, но просто так не отдадим. Премьер-министр Бельгии в Давосе охладил энтузиазм тех, кто хочет просто забрать замороженные российские активы. По его словам, это не юридическая кнопка о конфискации, а фактически акт войны с последствиями для всей мировой финансовой системы и доверия к Европе. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Европа не находится в состоянии войны с Россией. Нельзя просто взять и конфисковать деньги. Это будет акт войны. Этого нельзя недооценивать. Такого в истории еще не было. Замороженные средства даже во время Второй мировой не конфисковывали. Это был бы первый в истории случай, и он имел бы тяжелые последствия. Де Вебер при этом настаивает, финансировать Украину – это обязанность Европы, и деньги уже выделяются. Он упомянул о 90 миллиардах, о которых и мы вспоминали в предыдущих выпусках. А замороженные активы, по его логике, должны стать предметом переговоров при мирном соглашении. Тогда, говорит он, у Европы будет право голоса, и каждый евро должен пойти на долги и восстановление Украины. И добавил, что ему было бы очень грустно, если хоть часть средств вернется в Москву, но международное право придется уважать. Известный российский генерал внезапно закончил свою карьеру оккупанта в Херсонской области. Возле Костогрызова на оккупированной части Херсонской области подорвался автомобиль командира 98-й воздушно-десантной дивизии генерал-майора Руслана Евдокимова. Сообщается, что машина наехала на неустановленное взрывное устройство. О гибели речь не идет, но состояние, судя по сообщениям, исключает быстрое возвращение в строй. Отдельный фон истории генерала и подразделения 98-й ВДД, как утверждают источники,
источники недавно спешно перебросили из Херсонской области в Запорожскую на замену коллегам из 104-й, которая якобы истощена и потеряла боеспособность. И вот ключевой вопрос, который делает эту историю по-настоящему странной. Подрыв произошел не на показухе и не в штурме, а в ситуации, где у командира такого уровня обычно есть маршрут, охрана, инженерная проверка и сопровождение. Если это действительно мина или взрывное устройство, значит, либо безопасность дала сбой, либо кто-то знал, где и когда он поедет, либо ситуация на этом участке настолько дырявая, что подрыв возможен даже в глубине, в тылу. Кадыров снова появился в сети, даже приехал на место аварии своего сына, которую, к слову, до сегодняшнего дня официально не подтверждали. Рамзан Кадыров внезапно появился на Старопромысловском шоссе, ровно там, где чеченский оппозиционный блог указывал место вероятного ДТП с участием сына Кадырова Адама, рядом с домом торжеств София. В его телеграм-канале в среду вышло видео проверки участка, который всего за несколько дней до этого перекрыли под строительство развязки. Этот участок действительно проходит по проекту развязки, есть госзакупка на 4,5 миллиарда рублей. Параллельно там с начала 2025 года идет реконструкция по другому контракту на 668 миллионов рублей и срок завершения июнь. Я напомню, в пятницу в Грозном произошло ДТП с участием Адама Кадырова. Об этом писали ряд медиа. Дважды прилетал борт МЧС с медико-эвакуационными модулями, который мог быть связан с перевозкой пострадавшего в Москву. В тот же день в столицу улетел и самолет самого Кадырова. Источники агентства, близкие к властям, утверждают, что Адам пошел на поправку. Выглядит это так, будто место, о котором все говорят, срочно перепрошивают под стройку. Перекрыли, завезли технику, показали макеты и закрыли тему официальной картинкой. Российские школьные будни становятся все интереснее и опаснее. Списать на влияние Запада все сложнее. Интернет или Roblox тоже. Все закрыто. В Нижнекамске, Татарстан, 13-летний ученик пришел в лицей с ножом, напал на уборщицу, а затем устроил переполох в коридорах, взрывая петарды. Дети заперлись в кабинетах, а подростка задержала Росгвардия. У него изъяли нож, маску и тактические перчатки. У женщины резаные раны, жизни ее ничего не угрожает. Остальных пострадавших нет, школу эвакуировали. Следком возбудил дела о покушении на убийство и халатности. В предыдущем выпуске мы говорили с вами о том, как экстренная посадка самолета президента сорвала ключевую встречу Трампа. Резкое решение по острову, которое закрывает спор десятилетий, но почему-то все равно вызывает раздражение США. Параллельно журналисты нашли на Мозырском НПЗ детали, которые выглядят либо как случайность, либо как подготовка к большому удару. Если не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже утром.